Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно, как всегда, приветствую своих подписчиков. А в этом видео мы с вами распаковываем первую посылку, пришедшую мне с большой распродажи 11.11 этого года. Поехали! Ну так вот, сегодня у нас 21.11, и до меня добралась первая посылка, которую я заказал по большой распродаже 11.11 этого года. Реактивная посылка добралась, получается, до меня за 10 дней. В ней у меня находятся уже многократно мной ранее заказанные слуховые аппараты марки Axon, моделька K86. Обошлась мне эта посылка, в которой находится 8 аппаратов, в 3885 рублей или примерно 60 долларов. Добралась, значит, за 10 дней, но обошлась она мне в такую низкую сумму как раз таки потому, что я всегда использую при заказах вот эту вот самую систему из 7 уровней экономии на сайте AliExpress, о которой я не устаю рассказывать в своих видео. Вот, большинство людей о ней не знают, да, они используют просто заказ через мобильное приложение, думая, что они получают самую выгодную цену на товар. Некоторые используют вот покупки на больших распродажах, применяя всего-навсего один купон, то же самое, думая, что они получают ультра низкую цену. Так вот, это все фигня. Если вы не используете систему из 7 уровней экономии, то вы однозначно все равно переплачиваете. Так вот, если бы я просто применил одну из методик снижения стоимости, за эту посылку я бы заплатил примерно 4500 рублей. В то же время она мне обошлась, еще раз, в 3885 рублей. То есть я сэкономил на 785 рублей больше, чем те люди, которые бы купили эту посылку, просто применив одну из методик снижения стоимости. Ну что ж, а теперь давайте эту посылку распакуем. А попутно сверху экрана вот здесь я размещу ссылку на ту самую систему снижения стоимости покупок, которую я назвал 7 уровней экономии на AliExpress. Кто пропустил, смотрим. Так, у нас здесь должно быть 8 аппаратов. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Да, все на месте. Все упаковано. Это в топ. С посылкой все в порядке. Ну так вот, почему я считаю важно выжимать максимум при любой вашей покупке на сайте AliExpress. Многие товары, как вот, например, данный слуховой аппарат, естественно, я покупаю не для собственного использования, а для последующей перепродажи. Если вы немножко понимаете в экономике, да, в продажах, естественно, вы легко поймете, что сократив даже, например, на 50 рублей вашу закупочную стоимость на товар, который вы перепродаете, вы получаете конкурентные преимущества. Да, потому что, выставляя на продажу ваш товар, естественно, вы сталкиваетесь с тем, что на рынке присутствуют конкуренты. То есть не только вы перепродаете, допустим, слуховой аппарат, также есть и другие люди, которые тоже перепродают. Но с большой долей вероятности можно сказать, что те люди не знают о системе 7 уровней экономии при покупках на AliExpress, а вы знаете. И, соответственно, ваша закупочная цена ниже, и вы можете поставить продажную цену свою ниже, чем ваш конкурент. Соответственно, на рынке будет два аппарата от вас и от вашего конкурента. Вы ее можете выставить, например, допустим, 800 или 900 рублей. Ваш конкурент, скорее всего, выставит его, может быть, даже за 1000, потому что он его купил за 560 или даже за 600 рублей и выше. Потому что если просто взять и поискать на сайте AliExpress, не особенно вдаваясь в детали, то вы найдете этот аппарат и за 700, и за 800 рублей. Да, естественно, вы не сможете себе позволить перепродавать его тоже, например, за те же самые 800 рублей. А если вы купили их за 560 рублей, либо за 500, либо по моей системе за примерно 450, 460 или 470 рублей за штуку, вы можете себе позволить такую низкую цену. Соответственно, ваш товар уйдет гораздо быстрее, и тут уже можно думать о увеличении оборотов, о добавлении к лоту, например, каких-нибудь дополнительных аксессуаров, которые бы делали покупку именно у вас еще более интересной для покупателя. Ну, допустим, вы можете в комплект добавить заказанный также на AliExpress набор из 10 батареек к этому слуховому аппарату, которые вам тоже обойдутся, если вы их закажете, например, там 10 блистеров, тоже вам обойдут сущие копейки. Увеличив стоимость продажную на 50 рублей, тем не менее, для покупателя вот такой уже комплект становится гораздо более интересен, потому что с дополнительным запасом батареек слухового аппарата хватит на гораздо большее время. Вот такие вот перепродажные тонкости.
Естественно, я не буду делиться всеми секретами, я рассказал только несколько самых простых вещей, которые должны у вас вызвать определенный интерес. Еще сразу хочу ответить, почему я выбрал именно этот аппарат. На самом деле, люди не очень хорошо относятся к китайским слуховым аппаратам, как правило, потому что у них очень низкое качество. Вот этот аппарат является очень удачным на фоне всех остальных аппаратов и имеет наилучшее соотношение цена-качество. Поэтому достаточно большой интерес среди покупателей к этим аппаратам. В общем-то, их покупают неплохо. Вот я уже не помню, в который раз я заказываю. Вот в этот раз я заказал еще дополнительно 8 аппаратов в свой запасник. Потихонечку они уходят, потихонечку их раскупают. Вот, даже если их выставить по 1000 рублей, все равно они потихонечку уходят. Это достаточно выгодно. Ну и последний момент, почему я считаю, что вот эта вот перепродажа это не зло, а польза для покупателя в конечном же счете. Я обращался к людям, которые занимаются обеспечением престарелых как раз таки слуховыми аппаратами. Конечно же, они обеспечивают людей не вот ультра дешевыми слуховыми аппаратами, а более серьезными, но автоматически цена на эти слуховые аппараты возрастает просто в какой-то геометрической прогрессии. То есть там аппарат нормально, если будет стоить там 3000, 5000 рублей, 10 тысяч рублей и даже 50 тысяч рублей за качественный хороший аппарат. Здесь же у нас такой ультра дешевый ширпотреб, но в то же время приобрести нормально работающий слуховой аппарат, допустим, за 1000 рублей, это тоже очень и очень выгодно. Вот у нас в России, потому что достаточно мало производится подобного оборудования. Здесь же у нас за 1000 рублей вполне себе работоспособная модель. Да, конечно же, вы как перепродавец будете нести определенное бремя на себе, потому что если возникают какие-то проблемы или, может быть, брак даже, тоже допускаю, наверняка возможен и брак в некоторых моделях. Вот, и вы, конечно же, будете обязаны модель забрать у покупателя, и разбираться в дальнейшем с продавцом, возвращать или возвращать деньги. Вот. Но извините, если вы на этом зарабатываете, в принципе, какие-то деньги, то это абсолютно нормально, адекватно. Все, я буду на этом сворачиваться. Вас хочу поблагодарить за то, что вы посмотрели мое видео до конца. В конце, как всегда, напоминаю, что спонсорами этого видео являются интернет-площадки AliExpress, Tmall, Gearbest. Список лучших товаров по моей версии с этих площадок вы можете найти в описании к видео. Приобретая любой из этих товаров, вы автоматически поддерживаете мой канал. Все, друзья, всем счастливо, пока.